Так, я наверху. Решение начать сбор средств на строительство собора. Дело в том, что в Кронштадте есть достаточно большое количество церквей, но собора нет никого. А так как здесь в основном проживали моряки, то им хотелось именно собора, причем во имя святого Николая Чудотворца, покровителя всех моряков. Более того, они хотели построить не просто собор, а собор-памятник всем погибшим в море морякам. Ведь когда моряк погибает, его тело не найти, помолиться о нем негде. И, соответственно, пусть будет собор, вот такой памятник, да, куда могут прийти родные и помолиться. Причем собор должен быть вне зависимости от вероисповедания, то есть за всех можно было здесь молиться. И Николай II принимает решение дать согласие на сбор таких средств. И начинается вот сбор средств, пожертвований различных. Очень большое количество драгоценностей Николай присылает. Второй, более того, Иоанн Кронштадтский, вы знаете, батюшка здесь как раз жил долгое время и проповедовал. Он тоже достаточно большую сумму жертвует на строительство этого собора. И начинается возведение этого собора на народные пожертвования. Памятник адмиралу Макарову, который у нас с вами находится тоже на Якорной площади, он тоже здесь стоит не просто так, тоже он построен на народные пожертвования. Именно этот адмирал, будучи тоже командиром Кронштадтского порта, он знакомится именно с архитектором Василием Косяковым, который уже построил 12 вот таких шикарнейших соборов. И предлагает Макарову еще один вот такой макет собора. И Макарову, конечно же, он очень нравится, высылает этот макет императору Николаю II. И тогда уже он понимает, да, что в Кронштадте будет не просто собор, а памятник архитектуры. Более того, он начинает думать, где же возвести этот собор. И было принято решение возвести его здесь, на Якорной площади. Якорная она называется, потому что здесь всегда был склад якорей со списанных кораблей. И вот так Макаров вместе со своими солдатами, они начинают расчищать эту площадь и участвуют в закладке этого собора.
И получается так, что они участвуют в закладке не просто собора, но и памятника самим себе, потому что в Цусимском сражении, в водах Японского моря, они все погибнут, в том числе и Макаров, он подорвется на своем Петропавловске-Камчатском корабле. И начинается строительство этого собора. Достаточно быстро собор строится, в течение 12 лет. И шикарный, конечно, собор. И на 300-летие Дня Романовых, императорского дома Романовых, происходит его освящение. 1913 год. Приезжает император, вся царская чета, и такое пышное торжественное освящение. Ну, конечно же, начинается потом революция, времена безбожия, и принимается решение снести этот собор. И было написано, что по причине того, что он портит архитектурный ансамбль города. Но недостаточно было, конечно, взрывчатки, и решили как бы это дело отложить. Но все равно, да, нужно что-то с собором сделать. И вот решили его практически весь уничтожить и переоборудовать под кинотеатр. Естественно, купола, кресты, все это скидывается, все это уничтожается. Ценность этого собора, мраморный иконостас, тоже не демонтируется, он просто разрушается, потому что его невозможно было вынести. Но самое ужасное, что сделали во время революции, это уничтожили, можно сказать, святыню, реликвию. Когда вы зайдете, она сейчас восстановлена. По всему периметру собора вы увидите черные мраморные доски с именами моряков-офицеров, которые погибли в водах, как раз в море, со времен Петра Первого. Так во время революции, представьте, все эти доски уничтожаются, вывозятся куда-то, и так их практически больше невозможно было найти, приходилось все это заново восстанавливать. И тем не менее принимается решение отдать этот собор под кинотеатр. Закрашивается краской абсолютно все стены, вся роспись оказывается под краской черного и красного цвета, и начинает здесь работать кинотеатр. Но все равно офицеры, будучи добровольно-принудительно атеистами, все равно они понимают, что это их собор, это собор во имя Николая Чудотворца, и они просят отдать кинотеатр и сделать там хотя бы дом офицеров. И отдают морякам этот кинотеатр, и здесь располагается долгое время дом офицеров. Но моряки все равно как-то стараются что-то где-то подштукатурить, что-то где-то как-то, чтобы хотя бы собор вот так не разрушался. А во время Великой Отечественной войны на самом верху, вот где под куполом окна, там располагался штаб корректировки огня. И самое интересное, что у немцев тот же штаб располагался на противоположном берегу в Петергофе. И прям в Петродворце. То есть специальный такой шаг, да, то есть уничтожить мы их не можем, хотя здесь очень легко это сделать. Но если одна бомба, и мы уничтожаем наш Петродворец. Хотя немцы, конечно, когда отступали, они все равно его уничтожили. Но и этот собор во время Великой Отечественной войны практически не пострадал, потому что у немцев он тоже служил определенным ориентиром. То есть относительно купола этого собора они просчитывали все стратегически важные точки. Так же, как и Исаакиевский собор, тоже в Санкт-Петербурге его не трогали и просчитывали все стратегически важные точки. Поэтому, кстати, в Исаакиевском соборе хранили все драгоценности музея Эрмитаж в подвале, засыпали практически до двери все это песком, и вот там наш Исаакиевский собор как раз и сохранил большое количество вот экспонатов Эрмитажа. Вот это что касается Великой Отечественной войны. Но когда был собор передан верующим, когда времена безбожия прошли, то он был в ужаснейшем состоянии, и сначала хотели просто восстановить, но решили потом именно воссоздавать, то есть именно как все было изначально, всю лепнину, краски. И началось как раз вот восстанавливание вот этих мраморных досок. В течение 5 лет их восстанавливали. На сегодняшний день они практически все восстановлены. Когда вы зайдете в собор, то обратите внимание, что он и задумывался так изначально, как морской собор, причем единственный в мире. Когда человек заходит в собор, он видит то, что видит моряк. То есть это голубое небо над головой, там голубые купола, и орнамент. Обратите внимание под ноги, там на орнаменте изображены морские обитатели. То есть все, что видит моряк. Вот когда солнце яркое, там построено интересно с точки зрения архитектуры, когда солнышко там под определенным углом падает на пол, то там как бы мозаика аж переливается, то есть как будто ты идешь как тут по морю, то есть тоже вот интересно. И еще такая вещь, с левой стороны вы увидите очень достаточно таки необычную икону, она большая, и во весь рост изображены два мужчины в черных костюмах. То есть это два юриста, которые во времена безбожия отстаивали интересы этого собора, чтобы его не сносили. Их вывели сюда, на Якорную площадь, и расстреляли прилюдно, чтобы другим было неповадно. И вот было принято решение их канонизировать церковь, и вот написали икону, она тоже здесь находится. С левой стороны тоже очень большое количество фотографий, какой был собор во время Великой Отечественной войны, что с ним было в революции. Большое количество писем, газет, вырезок, именно батюшки Иоанна Кронштадтского, то есть там действительно есть что посмотреть, что почитать.
Вот, и, конечно же, это единственный собор, посмотрите, настолько в морском стиле, весь орнамент морской, да, даже в крест впаян практически штурвал. И купол. На куполе у нас орнамент из спасательных жилетов и якорей. На самом деле, это один из красивейших соборов мира. Внутри там тоже достаточно много времени можно провести. Собор действующий, если кому-то нужны записки, панихиды, за здравие, по покаянию, все, пожалуйста, можно подать. Более того, косынок никаких не нужно искать при входе. Большое количество туристов, поэтому просто спокойно идете и все. Сейчас время без 15:03. Давайте вот, чтобы вам походить, посмотреть спокойно, хотя бы вот в 3:30 мы встретимся на том же Лампадка погасла. Возьми. Ну, отлично, звук хороший. Нет, высоко, маленький.
находимся у исходного пункта нивелирной сети России. Именно относительно ноля кронштадтского фудштока измеряются у нас глубины и высоты. Сделано при Петре Первом из-за большого количества наводнений. Смотрите, вот поток.